Я просто лопну, если не поделюсь своим удачным опытом ремонта инверторного кондиционера. Поскольку я залез в кондиционер впервые в жизни, я расскажу вам о нюансах, сюрпризах и реальных трудностях, с которыми сталкивается первый открыватель. Итак, бюджетный китайский инверторный кондиционер Чигу. После включения пультом все вроде бы начинается обычным образом. Открывается воздушная заслонка, вентилятор начинает дуть, но вскоре обнаруживается, что охлаждения нет, просто блок дует воздухом комнатной температуры. А минуты через 3 после включения на индикации внутреннего блока появляется ошибка F1, расшифровки которой не было в инструкции. А в интернете такая ошибка чаще всего интерпретировалась как отсутствие связи с внешним блоком. Глянув на наружный блок, я понял, что он не запускается вообще, поскольку не было вибрации и небольшого шума от компрессора и вентилятора. Нужно иметь в виду, что наружный блок запускается не сразу после включения пультом кондиционера, а через некоторое время, обычно десятки секунд. Поэтому подождите и не делайте поспешных выводов. В этой точке моего расследования я уже мог утверждать, что внутренний блок в целом работоспособен, поскольку есть адекватная реакция на команду от пульта управления, то есть перемещаются воздушные шторки, регулируется скорость главного вентилятора, формально выставляется температура, переключаются режимы работы. Самое время дать универсальный совет тем, кто находится в полной растерянности ввиду отсутствия идей по розыску неисправности и кому все еще жалко денег, чтобы пригласить мастера. У вас есть очень небольшой шанс починить кондиционер малыми затратами. Есть два способа. Первый – отключить питание кондиционера полностью, то есть выдернуть вилку из розетки или выключить сетевой автомат на щитке на несколько минут. Затем подключить питание и проверить работу от пульта. При таком подключении происходит инициализация или начальный сброс микроконтроллера, что может привести его в чувство. Если этот совет не помог, есть второй, для более смелых. Иногда, редко, но так бывает, простое шевеление или разъединение и обратное соединение разъемов дает результат. То есть вы случайным образом восстанавливаете нарушенный контакт. Если вы решите отключать шлейфы, обязательно сделайте фото исходного состояния, чтобы при сборке не было вопросов и не оставались лишние детали, как у меня. С этого места ролик имеет смысл смотреть тем, кто умеет держать паяльник, пользоваться тестером и может оценить работоспособность основных элементов. Итак, я все же решил разобрать внутренний блок, чтобы получить доступ к плате управления и посмотреть, какими линиями электрически связан внутренний блок с наружным, и что на этих линиях или проводах происходит. Оглядываясь назад с учетом приобретенного опыта, я бы не советовал сразу полностью разбирать внутренний блок, при условии, что он подает признаки жизни, как в моем случае, а ограничился бы получением доступа к клеммной колодке и проверке тестером напряжений на проводах, идущих к наружному блоку. Мне же для доступа к плате управления пришлось снять пластиковую оболочку. Кстати, на одной из крышек вы найдете схему с основными элементами внутреннего блока, по которой легко понять, как плата управления связана с другими основными узлами. Я не снимал процесс разборки, это было долго и гораздо труднее, чем я предполагал. Но я расскажу, на что нужно обратить внимание. Передняя декоративная панель поднимается и фиксируется в верхнем положении. После этого можно вытащить из направляющих два воздушных фильтра и очистить их от пыли. Такую чистку нужно делать периодически, даже если ваш кондиционер исправен. Это действие по силам любому. Разбираем дальше. Снимаем декоративную панель. Я снимать не буду сейчас, просто покажу. Она держится на 3 осях, которые довольно легко отсоединяются за счет гибкости пластика. Но прежде открутите этот винт. Он крепит блок индикации к внутренней стороне декоративной панели. Индикация останется висеть на своем кабеле, который освобождаем, а саму панель снимаем. Далее снимаем горизонтальную заслонку воздушного потока. Для этого ее нужно изогнуть, она станет короче. Сдвигаем ее с вала шагового двигателя, затем с 2 осей вращения. Внимание! В средней оси есть маленькая пластиковая втулка. Она может выскочить, не потеряйте. Не опасайтесь, что потом не сумеете вставить эту шторку правильно. Форма вала шагового двигателя исключает неправильную установку. Снимаем крышку отсека с клеммами. Остается снять главный пластиковый каркас. Тут я помучился. Откручивайте 5 винтов. Из них 3 нижние под декоративными крышками. Далее отрываем, потянув на себя пластик, 4 защелки, очень крепкие. Забегая вперед, можно увидеть места крепления этих защелок. И, наконец, сверху, около стены, еще 3 защелки. Нужно с силой потянуть вверх пластиковый каркас в районе каждой защелки. Можно использовать плоскую отвертку. Когда последовательно освободите 3 защелки,
Аккуратно тащите пластиковый каркас на себя. Для тех, кто впервые видит внутренности кондиционера, пройдемся по основным узлам внутреннего блока слева направо. Это шаговый двигатель, управляющий поперечным направлением воздушного потока. Он двигает вправо-влево пластиковые шторки по командам с пульта. Это теплообменник, который в зависимости от выбранного режима холод или тепло выступает в качестве испарителя либо конденсатора фреона. На нем закреплены, в моем случае, ионизатор, якобы добавляющий в воздух витамины, и два датчика температуры. Один меряет температуру входящего комнатного воздуха, вот он, а другой – температуру трубки теплообменника. Где-то там, в пластиковом кожухе, двигатель главного вентилятора. Сами лопасти вентилятора здесь. Их иногда называют беличьим колесом. Это клеммы, к которым приходит сетевое напряжение и к которым подключен кабель наружного блока. Очень важное для нас место. Это шаговый двигатель, вращающий горизонтальную воздушную шторку. Я пока ее убрал. А это блок индикации. Очень важно запомнить, как его кабель располагался до разборки. Для этого кабеля есть специальный выход. А вот и плата управления, сердце внутреннего блока. Всеми делами заправляет микроконтроллер, внутри которого есть программа, анализирующая состояние датчиков и управляющая всеми блоками. Плата размещается в этом узком пространстве справа от клемм. Сразу отмечу, что манипуляции с микроконтроллером выходят за пределы наших возможностей. И если даже мы сумеем диагностировать его неисправность, а есть косвенный способ, и об этом чуть позже, то придется обращаться к специалистам или менять плату управления полностью. Вряд ли у вас есть программатор и дамп памяти, чтобы записать его в новую микросхему микроконтроллера. У вас также может не быть паяльной станции и опыта, чтобы заменить такую микросхему, у которой несколько десятков выводов. Но вернемся к моему расследованию. Самое время пояснить, как связаны между собой внутренние и наружные блоки. В моем случае используется четырехжильный кабель. Первый провод – это защитное заземление. Он соединен с защитным заземлением через розетку или щиток электропитания. Два других – ноль и фаза 230 вольт, которые плата управления внутреннего блока транслирует на внешний блок. Причем ноль идет транзитом, а фаза через контакт реле, который находится на плате управления и включается микроконтроллером. И оставшийся провод, очевидно, и есть тот самый, по которому блоки должны обмениваться командами или другой информацией. Протокол этого обмена найти в интернете не удалось. Я подозреваю, что даже не все ремонтные организации о нем знают. Что за команды могут передаваться по этому проводу? Я предположил, что протокол обмена должен быть двунаправленным. Например, внутренний микроконтроллер может послать команду запуска наружного блока в режиме охлаждения, либо переключить его в режим нагрева, либо изменить производительность компрессора. А от наружного блока к внутреннему может поступать информация о состоянии основных узлов, сигналы об ошибках, например, перегрев компрессора. Дальше я сделал так. Включил пультом кондиционер и измерил напряжение на клеммах, к которым подключен кабель связи с внешним блоком. Напряжение 230 вольт присутствовало на клеммах. На сигнальном проводе висел потенциал около плюс 18 вольт относительно 0 сети, а по переменному напряжению в этой точке тестер показывал 0. Это говорило о том, что либо на линии связи отсутствуют какие-либо управляющие сигналы, либо они есть, но подаются так редко и коротко, что тестер не успевает их отобразить. Я решил вытащить плату, чтобы рассмотреть выходные цепи линии управления. Пришлось восстановить схему выходного участка сигнального провода. Вот она в упрощенном виде. И тут меня ждал сюрприз. Смотрите. Это выход микроконтроллера, на который, очевидно, выводятся команды наружному блоку в виде последовательности логических нулей и единиц. Этим сигналом отпирается либо запирается транзистор, и, соответственно, включается или выключается светодиод оптической пары, в свою очередь отпирая или запирая фототранзистор. А он работает на ту самую линию связи с наружным блоком. А сюрприз для меня был в том, что плата управления схемотехнически организована так, что не может принимать команды от внешнего блока, а может только передавать ему команды. Иначе говоря, цепи приема информации на плате управления просто отсутствовали. То есть наружный блок просто не мог физически ничего сообщить внутреннему блоку, даже если бы и хотел. Сразу возникает вопрос, а как же внутренний блок умудряется делать вывод о том, что нет связи с внешним блоком, выдавая ошибку F1? Я смог объяснить это так. В бюджетных инверторах не запариваются с программированием двустороннего обмена. Образно говоря, у наружного блока есть презумпция исправности, то есть он при включении кондиционера считается заведомо исправным с точки зрения внутреннего блока, а обратная связь происходит не по проводам, а косвенным образом.
путем оценки температуры трубки теплообменника внутреннего блока. И сразу становится понятным, почему внутренний блок ждет около 3 минут и только после этого выдает ошибку. Логика работы внутреннего блока очень проста. При включении с пульта микроконтроллер запоминает температуру трубки теплообменника и начинает отсчет 3-минутного интервала. Если через 3 минуты температура изменилась на какую-то заметную величину, это значит, что все нормально, наружный блок запущен и вошел в нужный режим. Если этого не произошло, то наружный блок не работает. Этот мой вывод об отсутствии обратной связи от наружного блока по кабелю подтвердил тот факт, что когда я полностью отключил кабель, соединяющий внутренний и наружный блоки, поведение внутреннего блока совершенно не изменилось. На всякий случай я решил проверить, исправны ли элементы на плате управления, ответственные за прохождение команды микроконтроллера на линию связи с внешним блоком, вот в этот самый провод. Это не так сложно, можно проверить исправность компонентов на пути сигнала, не выпаивая их. Оцениваем внешний вид и прозваниваем тестером резисторы и транзистор на пути сигнала. При этом надо учитывать, что с элементами, которые мы проверяем, могут быть связаны другие, влияющие на номиналы проверяемых резисторов и поведение переходов проверяемого транзистора. Но явно пробои или обрывы таким способом выявить вполне возможно. В моем случае все выглядело исправным, и я сделал предположение, что виноват, по всей вероятности, наружный блок. Переходим к наружному блоку, снимаем крышку, не забывая отключить кондиционер от питания. 4 коротких винта. Видим схему. Она очень полезна, по ней легко понять, как подключены основные узлы к плате управления наружного блока. Это клеммы, на которые приходят 4 провода от внутреннего блока. Первый – фаза, второй – 0, третий – управляющий сигнал и четвертый – защитное заземление. Это выход на так называемый 4-ходовой клапан, от положения которого зависит холод или тепло будет давать кондиционер. Фан – вентилятор, обдувающий теплообменник. Далее группа температурных датчиков. Индуктор. Это дроссель. Он работает в цепи формирования постоянного напряжения питания силовой микросхемы или драйвера компрессора. Это выход на компрессор. Здесь разъем, как я понял, для диагностического оборудования. Пластиковая крышка держится на защелках. Теперь, хотя доступ к плате есть, разбираться с платой, высунувшись по пояс из окна, не очень удобно. Единственное, что я сделал, убедился, что на плату поступает напряжение питания, цел предохранитель, и приходит сигнал управления, те самые 18 вольт, которые я уже наблюдал во внутреннем блоке. В этот момент я еще не знал, что на плате, вот здесь, около микроконтроллера, есть светодиод. Уже потом, когда я восстановил плату, я увидел, что светодиод начинает мигать сразу после включения кондиционера, пока идет запуск. И начинает гореть ровным светом, когда наружный блок запустился и вышел на нормальный режим работы. Поэтому, когда плата открыта, можно попробовать включить кондиционер и понаблюдать за светодиодом. Если светодиод подает признаки жизни, то можно сделать радостный вывод о том, что низковольтное питание и микроконтроллер работают. В моем же случае плата выглядела безжизненной, и я решил ее снять. Предварительно снимаем боковую крышку, за которой находится клеммная колодка. Сюда приходит кабель от внутреннего блока. Она держится на одном винте. С этой стороны нужно отсоединить провод защитного заземления, он прикручен винтом, и стащить 3 провода с клеммной колодки. Они на разъемных контактах. Далее отключаем остальные провода и шлейфы, которые связывают плату с наружным блоком. Откручиваем эти 5 винтов. В этом месте с обратной стороны на плате расположены силовые элементы драйвера питания компрессора, а эти винты прижимают их к мощному радиатору. Поскольку этот радиатор находится снизу от пластиковой коробки, снять плату вместе с радиатором нельзя. Извлекаем плату, отодвигая защелки по краям. Вы сейчас видите радиатор, он остался под пластиковой коробкой. На нем и на силовых элементах видна теплопроводящая паста, а диод и транзистор изолированы от радиатора прокладкой. Не потеряйте ее. Желательно заранее купить теплопроводящую пасту, чтобы нанести ее при сборке. В моем случае родной пасты было много, я использовал при сборке ее остатки. Внимательно рассматриваем плату в хорошем свете. Часто таким образом можно выявить неисправные элементы. Мне показалось подозрительным, что на корпусах оптронов, которые работают на линии связи с внутренним блоком, есть небольшие дефекты. Это могло быть следствием протекания больших токов. И я сразу принял решение заменить эти оптроны. Тем более, что стоят они недорого и менять их просто. Затем я собрался подключить к плате 230 вольт. Но не прямо, а последовательно через лампочку накаливания.
чтобы она ограничивала ток в случае коротких замыканий на плате. Для этого я сделал такое приспособление. Лампочку нужно брать мощностью не менее 40 Вт. Я пробовал ставить 15-ваттную от холодильника, но этой мощности мало, и на лампочке падает часть питающего напряжения, поскольку небольшого тока, протекающего через емкости входного сетевого фильтра блока питания, достаточно для загорания лампочки. Как оказалось, такой способ диагностики мне почти ничего не дал. Блок питания не запускался, электрическую схему платы найти не удалось. К тому же не было уверенности, что плата заведется при отключенных узлах. Все взаимосвязано. Без дросселя, например, который остался в глубине наружного блока, вообще не запустится силовая часть питания компрессора. Поскольку у меня не было опыта запуска контроллеров импульсных блоков питания, я просто испугался, что спалю остатки того, что еще на плате могло работать, тыкая щупами в плату под напряжением. И я пошел другим путем. Отключил сетевое питание совсем и, набравшись терпения, стал методично и последовательно исследовать тестером все элементы, с которыми это можно было сделать, не выпаивая их. Пусть вас не пугает, если вы столкнулись с неизвестным элементом. Интернет в помощь. Я, например, делал фото неизвестной детали, показывал его чату GPT и получал довольно толковые рекомендации по ее проверке. А проверку лучше начинать с самой сложной и дорогостоящей микросхемы – микроконтроллера, поскольку, если она неисправна, то нет смысла в дальнейшем ремонте, дешевле купить новую плату. Если говорить об общем подходе к анализу сложных микросхем, то он таков. В браузере набираете название микросхемы и находите ее описание или даташит. Открывайте страничку с назначением выводов и находите землю и питание. Далее включайте тестер в режим измерения сопротивления и подключайте щупы к этим выводам. Причем минус тестера ставим на землю микросхемы, а плюс на питание. Почему так? Для тех, кто забыл, напоминаю, что на щупах тестера в режиме измерения сопротивления присутствует напряжение, иногда сопоставимое с напряжением питания микросхемы – 3 вольта и даже более. Если вы приложите к выводам микросхемы обратное напряжение, есть риск вывести ее из строя. Внутри микросхемы, как правило, бывает защита от отрицательных напряжений, но лучше не проверять ее надежность. Я считаю, что это правило нужно соблюдать при проверке сложных цифровых микросхем типа микроконтроллеров. Тестер, подключенный к цепям его питания, должен показывать сопротивление в сотни Ом. Но вы должны понимать, это будет результирующее сопротивление всех элементов, подключенных параллельно к выводам питания. Если вдруг тестер показывает короткое замыкание или очень маленькое сопротивление в цепи питания, единицы и десятки Ом, придется разбираться, какой элемент пробит, последовательно их выпаивая. Не торопитесь обвинять микросхему. Пробитым может оказаться, например, электролитический конденсатор в цепи питания. Разумеется, это самая грубая проверка микроконтроллера, какая только возможна в наших условиях. Я проверил таким образом все микросхемы, в том числе вот эти мощные в цепи питания компрессора. Нигде не обнаружил признаков пробоя, кроме одной микросхемы. Сейчас покажу более детально. Это микросхема шим-контроллера. Она как раз отвечает за создание низковольтного напряжения питания логической части платы. В описании этой микросхемы была стандартная схема включения, которая почти совпадала со схемой соответствующего участка нашей платы. Между выводами 1 и 5 тестер показал сопротивление около 18 Ом. И это, конечно, показалось подозрительным. По схеме параллельно этим выводам подключен Аптрон. Я решил, что пробит он. Но когда отпаял его выводы, исключив его влияние, стало понятно, что пробой именно в микросхеме. Такого низкого сопротивления на исправной микросхеме тестер показывать не должен был, если посмотреть на внутренности данной микросхемы в описании. Действительно, в новой микросхеме, купленной взамен, сопротивление между теми же выводами оказалось бесконечно большим. Рекомендую проверить, нет ли короткого замыкания между линиями, управляющими фазными обмотками компрессора. Они формируются вот в этой таинственной мощной микросхеме без опознавательных знаков. Наверное, на обратной стороне микросхемы было ее название. Итак, поскольку явного криминала на плате я больше не нашел, поменял 2 подозрительных Аптрона и микросхему шим-контроллера. После этого аккуратно вставил плату на место, предварительно размазав тонким слоем термопасту и не забыв поставить изолирующую прокладку. Прежде чем подключить провода компрессора, проверил на всякий случай сопротивление фазных обмоток его двигателя. Они оказались одинаковыми, все 3 чуть меньше 2 Ом, что, думаю, вполне допустимо для мощных обмоток статора двигателя компрессора. И когда я включил с помощью пульта кондиционер, произошло чудо. Светодиод около микроконтроллера сразу начал мигать. Вот так.
А через некоторое время, секунд через 20-30, на плате щелкнуло реле, включился вентилятор, и диод начал светиться ровным светом. И вскоре я почувствовал, как внутренний блок начинает дуть холодным воздухом. А вам интересно, что за сигналы управления передает внутренний блок в режиме нормальной работы? Жаль, что осциллографа у меня не было, поэтому все пришлось оценивать тестером. Померяем управляющий сигнал на клеммах внутреннего блока. В режиме измерения постоянного напряжения сигнал выглядит как меандр с частотой примерно 1 Гц. А в режиме измерения переменного напряжения показания меняются с той же частотой. Можно грубо прикинуть вид сигнала, который мог таким образом влиять на показания тестера. Поскольку сигнал цифровой, то есть передаются логические нули и единицы, то показания тестера по переменному напряжению могут меняться из-за изменения ширины импульсов или их количества. Скорее всего, передается тактовая частота для синхронизации передатчика с приемником, и периодически, примерно раз в секунду, проскакивает заполнение управляющей информации. Разумеется, это моя гипотеза. Напишите, пожалуйста, если вам что-либо известно об этом протоколе связи. Может быть, это твой шанс? Ремонтируй.